Это тихий вторник. В кабинете ветеринара воцарилась гнетущая тишина. Врач медленно пододвигает к вам результаты анализов крови, постукивает ручкой по одной, единственной цифре и произносит слово, которое боится услышать каждый владелец кошки — почки. Вы сидите в оцепенении. Еще сегодня утром ваша кошка выглядела совершенно здоровой. Она мурлыкала на подоконнике и ела свой привычный корм. Но жестокая правда заключается в том, что болезнь почек не случается за одну ночь. Она строилась годами, капля за каплей, а точнее из-за отсутствия этих капель в каждой миске сухого корма. Что если бы я сказал вам, что единственный секрет, способный замедлить этот процесс, все это время находился на вашей кухне и почти ничего вам не стоил? Сегодня мы не будем говорить о дорогих добавках или рецептурных препаратах, мы поговорим о фундаментальной ошибке, которую совершают 90% владельцев, и о том, как одна простая вещь может подарить вашей кошке годы жизни. Глава 1. Биологическое предательство пустынного охотника. Чтобы понять, как спасти кошку, мы должны совершить путешествие во времени. Ваша кошка — это не просто пушистый комочек на диване. Она прямой потомок африканской дикой кошки, маленького охотника, выживавшего в раскаленных песках пустыни. В пустыне не было мисок с водой или бегущих ручьев. Эволюция научила кошку получать влагу из одного единственного источника из ее добычи. Дикая мышь или птица на 70% состоят из воды. Каждый обед для предка вашей кошки был одновременно и едой, и питьем. Ей просто не нужно было чувствовать жажду. И здесь кроется главная ловушка. У кошек сломан механизм жажды. Древняя генетическая программа до сих пор управляет их телом. Ваша кошка может не почувствовать потребности попить, пока ее организм не будет обезвожен на 3-4%. К тому моменту, когда она лениво бредет к миске с водой, ее тело уже долгое время работает на сухую. Теперь посмотрите на то, что лежит в большинстве мисок. Сухой корм содержит всего от 6 до 10% влаги. Сравните это с 70% тушки мыши, и вы увидите пропасть, которую кошачий организм не в силах преодолеть самостоятельно. Глава 2. Сироп вместо крови — тихий износ фильтра. Когда кошке не хватает воды, ее тело начинает делать то, чему научила его пустыня. Оно экономит каждую каплю. Организм выжимает влагу из мочи до последнего, делая ее темной, густой и концентрированной. Именно поэтому кошачья моча имеет такой резкий запах. Но представьте эту мочу как густой вязкий сироп. И этот сироп день за днем, год за годом с силой проталкивается через нежнейшие фильтры почек. Это раздражает мочевой пузырь, способствует росту кристаллов и камней и медленно, но верно разрушает сами почки орган, который пытается спасти воду для организма. Тело кошки на 60-80% состоит из воды. Вода — это транспорт для нутриентов, это терморегуляция, это топливо для пищеварения. Потеря всего 15% воды в организме может стать смертельной для кошки, поэтому ежедневное легкое обезвоживание — это не мелкая неприятность. Это медленный налог на каждый орган, который платит ваш питомец. Глава 3. Секретный ингредиент «Добавьте это в еду». Решение этой проблемы находится на стыке биологии и здравого смысла. Мы должны вернуть воду в еду именно так, как это задумала природа. Это и есть весь секрет. Когда вода попадает в организм вместе с пищей, сломанный механизм жажды кошки больше не имеет значения. Она просто ест, как обычно, а гидратация поступает в комплекте. Вы больше не боретесь с инстинктами, вы работаете вместе с ними. Сколько воды нужно вашей кошке? В среднем кошке требуется от 44 до 66 мл воды на каждый килограмм веса в день. Но не пытайтесь заставить ее выпить все это из миски. Как это сделать правильно? 1. Для любителей влажного корма. Консервированный корм уже содержит около 70-80% влаги. Но вы можете пойти дальше. Добавьте несколько столовых ложек теплой воды в корм и размешайте до состояния густого супа. Многие кошки обожают лакать такую подливку. Идеальная пропорция — 1 часть воды на 2 части корма. 2. Для зависимых от сухого корма. Не паникуйте.
Добавьте немного теплой воды в сухие гранулы и дайте им постоять несколько минут, чтобы они размякли. Если ваша кошка воротит нос, это сигнал к тому, что пришло время медленно переходить на влажный рацион. 3 правила успеха. Действуйте медленно. Кошки крайне подозрительны к переменам. Начните с капли и увеличивайте объем в течение недели. Слегка подогрейте. Добыча в природе имеет температуру тела. Теплая вода сделает запах еды сильнее и привлекательнее. Никогда не используйте горячую воду. Свежесть превыше всего. Суп портится быстрее, чем сухие сухарики, поэтому не оставляйте такую еду на весь день. Глава 4. Проверка станции гидратации. Почему она не пьет? Иногда причина, по которой кошка игнорирует воду, не имеет ничего общего с жаждой. Проблема в самой миске. 1. Шире и мельче. Многие кошки ненавидят глубокие и узкие миски, потому что их чувствительные усы, вибрисы, касаются краев при каждом глотке. Это называется стрессом усов. Представьте, что вы пытаетесь пить из высокого узкого стакана, который постоянно трется о ваше лицо. Выберите широкую плоскую посуду. 2. Материал имеет значение. Пластиковые миски удерживают запахи и со временем приобретают тухлый аромат, который кошка замечает задолго до вас. Замените пластик на керамику, стекло или нержавеющую сталь. 3. География дома. В дикой природе кошка никогда не будет пить там, где она только что убила добычу, или там, где она ходит в туалет. Это вопрос гигиены и выживания. Уберите миску с водой подальше от еды и как можно дальше от лотка. 4. Правило N+1. У вас должна быть одна лишняя поилка по сравнению с количеством кошек. Если у вас одна кошка, поставьте 2 миски в разных комнатах. Это дает больше шансов на случайный глоток в течение дня и защищает пугливых кошек в доме. С несколькими питомцами. Глава 5. Второй секретный ингредиент омега-3. Если вода защищает почки, то этот топпер поддерживает весь стареющий организм изнутри. И это не просто маркетинговый шум, за этим стоит настоящая наука. Мы говорим о морских омега-3 жирных кислотах EPA и DHA, которые содержатся в рыбе холодных морей. Лососе, сардинах, анчоусах. Кошка не может вырабатывать эти жиры сама и не умеет превращать растительную омегу, например, из семян льна в нужную ей форму. Что говорит исследование? Почки. У кошек с хронической болезнью почек-диета с высоким содержанием ИПА напрямую связана с самой долгой выживаемостью. Это второй слой защиты после воды. Суставы. Артрит у кошек часто не диагностируют, потому что они мастера скрывать боль. Омега-3 заметно улучшают подвижность пожилых кошек. Это разница между кошкой, которая все еще прыгает на подоконник, и той, что тихо перестает это делать. Важно! Рыбий жир может быстро портиться и становиться прогорклым, что только усилит воспаление. Выбирайте качественные продукты, созданные специально для животных, соблюдайте дозировку и обязательно проконсультируйтесь с ветеринаром перед добавлением, если ваша кошка уже принимает какие-то лекарства. Глава 6. Ловушки в миске чего никогда не стоит добавлять. Иногда забота может навредить. Прежде чем превращать миску в салат, бар, запомните эти запреты. 1. Никакого молока. Это самый старый миф в мире. Большинство взрослых кошек не переносят лактозу. Милое блюдце молока закончится болью в животе и диареей, а пользы от него не больше, чем от простой воды. 2. Не сыпьте витамины в воду. Добавление порошков или капель в питьевую воду меняет ее вкус. Кошка просто станет пить меньше, и мы получим ровно обратный эффект. Если вы даете добавки, делайте это только с едой. Осторожно с человеческой едой. Кусочек отварного мяса без соли – это нормально. Но любые продукты с солью, специями, луком или чесноком смертельно опасны. Лук и чеснок токсичны для кошек в любом виде. Формула долголетия. Я не хочу, чтобы вы чувствовали себя подавленными. Вам не нужно делать все и сразу. Вам нужно запомнить одну простую формулу. Добавьте воду, следите за весом, давайте жиры. Добавьте воду в первую очередь. Это самый мощный рычаг,
который защитит почки и мочевой пузырь. Следите за весом. Около 60% кошек имеют лишний вес. Ожирение– это тихий убийца. Кошки в возрасте 8-12 лет с ожирением умирают в 2-8 раза чаще, чем стройные. Вы должны легко прощупывать ребра своей кошки без толстого слоя жира сверху. И здесь вода снова поможет. Влажная, объемная еда насыщает кошку быстрее, чем плотная горстка сухариков. Давайте жиры. Качественная омега-3 морского происхождения– это одна из немногих добавок с доказанной эффективностью. Вы тот самый владелец, о котором мечтает каждая кошка. Тот, кто ищет ответы ночью, кто терпелив и внимателен. Вашей кошке невероятно повезло оказаться именно в ваших руках. Начните сегодня вечером. Просто добавьте немного воды в ее миску и посмотрите, что произойдет. Ваша кошка– это пустынный охотник, живущий в вашем доме. И в ваших силах сделать так, чтобы эта пустыня больше никогда не забирала ее здоровье.